Сейчас мы покажем, откуда берутся шиншиллы, весь процесс от начала до конечной точки. Как произвести саживание двух зверьков, которые до этого друг друга не видели. Наглядно продемонстрируем весь этот процесс. Это канал Flomals, и здесь мы учимся содержать и ухаживать за животными. И не только. Подписывайтесь на наш канал, чтобы делиться своим опытом. Наши шиншиллы, как вы могли заметить в предыдущих видео, если вы их смотрели. Если не смотрели, то я ссылочку оставлю здесь и в описании. Обязательно посмотрите эти видео. В этих видео наглядно видно, какие они пугливые, то есть как они шарахаются. Их невозможно погладить, потрогать, насладиться общением с ними. Соответственно, все это меня очень сильно разочаровало. Я зову свою семью, жену, сына и увожу на голосование тот момент, что надо продавать данных зверьков. Красивых, милых питомцев. Я и сын проголосовали за продажу данных животных. Но любимая супруга объяснила, как мы сильно ошибаемся. Ее главный аргумент в данном вопросе был то, что это две девочки и что им не хватает самца. И из-за этой нехватки они ведут себя так агрессивно, испуганно и недоверчиво. Быстренько просмотрев объявление на Авито, мы выбираем 4 варианта. Мы списываемся, торгуемся, потому что мы знаем, что есть желающие продать данных животных, шиншилл. Находим один вариант, который нас устраивает, и на следующий день прыгаем в машину и мчим на встречу с продавцом. Знакомимся, производим визуальный осмотр, собираем Шушу домой. Вместе с ней нам еще досталась клетка и кое-какие припасы. Вот откуда берутся шиншиллы. Я хочу сказать, что Шуша изменил мое представление о шиншиллах. Этот милый зверек идет к тебе на руки. Он сам подлазит к тебе, чтобы ты его погладил и почесал за ушком. Он не прыгает от тебя, не шарашится. Это совсем другое дело. Это действительно переворот в общении с данным видом животных. Это было прекрасно. Он приятно сидит на ручках, он приятно улыбается, когда ты его чешешь, он взаимодействует с тобой. И это общение действительно великолепно и прекрасно. Не знаю, совпадение или нет, но две девочки-то злые, какие-то неприветливые, и мальчик такой приятный, такой, жизнерадостный, я не знаю, это, вот так оно, не знаю, уж совпадение нет. Как только мы привезли его домой, сразу производим саживание зверьков, пока они ошарашены, один переездом, другой переселением в новую клетку. И пользуюсь этим стрессом, чтобы, как говорят, что стресс объединяет в желании его побороть. Как нам объяснили, мальчика лучше не саживать к девочке в клетку, так как девочки, они, опять-таки, что ж такое, девочки, они очень злобные в этом вопросе, и они не смогут сжиться с мальчиком, они его обязательно выгонят, они его обязательно будут гнобить и будут его всячески ущемлять. Поэтому мы саживаем девочку в его клетку, в его домик. Мальчик, он более приветливый, более добрый, и девочка, то, что она находится не у себя дома, все-таки будет менее проявлять агрессию, и в итоге они быстрее будут жить вместе в дружбе и согласии. Первый день мы очень пристально следили за ней, не покусали, не покорябали и не нанесли какой-то урон друг другу. Были у них какие-то такие схватки, но все было не очень жестоко, не очень, не приводило к каким-то очень жестоким столкновениям. Но ближе к вечеру активность, когда у них повышенная, это ночные зверьки, соответственно, ночью они живут более активной жизнью, ночью начались у них какие-то боли. И чтобы не оставлять и не рисковать их без присмотра на ночь, мы все-таки первый день девочку отсадили. На следующий день утром мы сразу ее вернули обратно. Они так, как вы можете видеть на видео, они уже как-то так чуть-чуть посдержаннее, уже так более приветливы друг к другу.
Вторую ночь мы оставили. Но ночью мы услышали, что довольно-таки шумно в комнате, потому что мы двери все открыли, чтобы слышать, как там что происходит. И нам показалось, что нет, все равно какие-то это. Мы пришли и просто посидели с ними. Посидели, понаблюдали. Вроде не было каких-то... Хотя мальчик выглядел довольно-таки растрепанно. Видимо, самка все-таки его немножко так помутужила. Но это на наш взгляд, мы этого не видели. Мы последили, все вроде хорошо, и мы их оставили. То есть оставили также на ночь. На следующий день, на третий, уже ближе к вечеру, вот как вы можете видеть, они уже сидят в обнимку друг к другу. И все. На этом никакой агрессии, никаких нападений одного или другого друг на друга уже не было. Не, естественно, как везде, даже любимые между собой иногда ссорятся и что-то происходит. Естественно, какие-то там бывают, но это всегда и у всех абсолютно. Но это все без каких-то кусаний, жестоких выдираний меха или еще что-то. Это такие просто толкания дружелюбные и все. То есть 3 дня нам понадобилось на то, чтобы данные зверьки полюбили друг друга, по крайней мере, стали дружить и не испытывать каких-то агрессивных чувств друг к другу. Следите вместе с нами за дальнейшими развитиями данной дружбы, данной совместимости двух шиншилл. Подписывайтесь, любите природу. Всем всего хорошего.